Если это сообщение попало на ваш экран, это не случайно. Сами небеса организовали этот момент. Божественное выравнивание разворачивается, и ваш сердце был избран, чтобы услышать то, что должно было открыться. Перед тем, как чудо проявляется в видимом, Бог подготавливает невидимое царство. И прямо сейчас Он готовит и то, что будет сказано в ближайшие несколько минут, имеет силы изменить свою судьбу, чтобы открыть дверь запертой годами молчания, разочарований и ожидания. Это не развлечение. Это откровение. Вы стоите на краю вашего трансформация, и Дух Бог шепчет: не двигайся. Не прокручивай. Оставайся до конца, потому что я собираюсь показать тебе ключ, который разблокирует ваше наследование. Ты молился, плакал и задавался вопросом, видят ли тебя небеса. Но сегодня тишина небес нарушается. Благословение то, что вы считали отложенным, никогда не терялось, оно созревало именно для этого момента. Это сообщение кажется вам адресованным напрямую, потому что оно является. В мире нет совпадений. Завет Бога. Когда сердце начинает трепетать, когда душа чувствует отголосок истины, это потому, что божественный план уже в движении. Вы вошли в священный момент во времени, где вера станет видением. Но прежде чем дверь откроется, ты должен остаться. Потому что то, что будет дальше, откроет секрет. Немногие когда-либо обнаруживают разницу между теми, кто прикасается избыток, и те, кто только мечтает об этом. Прямо сейчас небеса наблюдают за твоей реакцией. Рядом с тобой ангелы, ожидающие момента, когда Дух говорит «Я верю». Это сообщение не просто звук, это семя. Сверхъестественное семя призван пробудить ту часть вас, которая спала. Возможно, вы потеряли силы бороться. Возможно, вы приняли недостаток как должное. Возможно, вы убедили себя, что богатство, здоровье и мир для других, но не для тебя. Но Дух Господин говорит: достаточно. Хватит выживать. Хватит ждать когда-нибудь. Урожай готов, и все, чего не хватает, это вашего решения поверить. Слушайте внимательно. Каждая секунда, проведенная на связи, приближает вас к откровению, которое изменит весь ваш судьба. Прежде чем закончить это послание, вы поймете, почему нагрянула буря, почему закрылись двери и почему была необходима задержка. Вы увидите, что боль была не наказанием, а подготовка. Бог не игнорировал тебя. Он готовил почву для непредвиденный поворот. И когда чудо придет, так и будет сверхъестественное настолько точно, что вы будете знать без всяких сомнений, это было организовано Его рука. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но это момент испытания. Ты можешь отвернуться и продолжать жить видением, или можешь остаться и принять скрытый ключ, что небеса предлагают вам. Оставайтесь. Потому что в конце этого послания вы услышите обещать настолько мощное, что оно разрушит стены ограничений вокруг вашей жизни. Вы поймете, почему именно этот момент был выбран для вас. Бог не опаздывает. Он стратегический. И прямо сейчас Его стратегия включает вас. Так что не двигайся. Не торопись. Откровение которой перестроит ваш будущее, вот-вот развернется. Вы станете свидетелями того, как один слово от Бога может переписать годы борьбы, как один поступок вера может выпустить наводнение из благословения. Дверь уже дрожит, ключ переворачивается. Оставайтесь до конца, потому что к тому времени, как это сообщение закончится, что-то божественный, что-нибудь личный, что-нибудь святой начнется внутри вас. Это не совпадение. Это момент завета. А вызов. А сигнал с небес, говоря: «Твое время пришло». Слушай. Потому что прежде чем благословение появляется в ваших руках, он сначала пробуждается в вашем сердце. Прежде чем мы продолжим,
сделайте свой первый акт веры, не позволяйте этому моменту пройти мимо вас, как простому видео или очередному посланию среди многих. Это священное приглашение. Пишите в комментариях прямо сейчас с уверенностью: «Я принимаю то, что Бог приготовил для меня». Эти слова не просто текст, это декларация. Каждое написанное вами письмо – это семисоглашение между вашими сердце и небеса. Когда вы провозглашаете что-то верой, вы перемещаете это из невидимого в видимое, из обещать к проявлению, от надеяться к урожай. Теперь, когда вы печатаете эти слова, почувствуйте, как внутри вас происходят перемены. Небеса слышат каждый шепот, и ваш веровидится запись, так дух движется, когда двигаетесь вы. Так что не наблюдайте пассивно. Участвуйте. Вникайте. Потому что речь идет не о том, чтобы я с вами разговаривал, а о том, Бог, говорящий через этот момент для вашего духа, когда вы нажимаете «Нравится», когда вы пишете свое заявление, когда вы подписываетесь, вы не просто поддерживаете канал, вы подтверждаете свое согласие с божественный поток, из избыток которой уже движется к вашей жизни. Наслаждайтесь этим сообщением, как будто прикасаетесь к печать завета, печатью, обещать которой невозможно сломать. Каждый раз, когда вы предпринимаете какие-либо действия веры, вы активируете закон королевства, закон причины и урожай. То, что вы сеете с верой, возвращается к вам в приумножении. Благословения. Подпишитесь и оставайтесь под этим покровом, потому что то, что сейчас произойдет, не является чем-то единичным, чудо. Это непрерывное движение, божественная последовательность преобразований, которые коснутся каждой сферы вашего существования, вашего здоровья, ваших финансов, ваших отношений, вашего внутреннего мира. Теперь сделайте глубокий вдох. И снова выдохните. Дышите медленно, размеренно, с благоговением. Почувствуйте, как воздух входит в ваши легкие, наполняя их. Жизнь, и когда он уходит, почувствуйте, как он уносит прочь все тревоги, все страхи, все мысли о нехватке. Пусть ваше сердце замедлитесь, позвольте вашему духу успокоиться. Вы входите в присутствие Боги. В этом присутствии богатство и выздоровление – это не возможности, это реальности, ожидающие своего принятия. Это спокойствие, это тишина, не пустота, это тишина причуда. Возможно, ваш разум был беспокойным. Возможно, ваше тело было напряжено, неся бремя дней и ночей беспокойства. Но прямо сейчас небеса призывают вас сдаться. Закройте глаза на мгновение и представьте свет нисходящий, чистый, нежный, но сильный. Он касается вашего лба, вашей груди, вашего сердца и медленно расширяется, отталкивая тяжесть, которая преследовала вас. Этот свет – дух, принадлежащий Господин. Это то же самое власть, которой воскресил Лазаря из мертвых, усмирил бурю, умножил хлебы и рыбу. Это то же самое присутствие, которое сейчас находится с вами в комнате. Пусть это осознание укоренится, Бог здесь. Не на далеком небе, а прямо там, где ты. Его голос в этих словах скрыт, его трогатели тяны в каждое предложение. Вы не просто слышите, вы готовитесь. Вы совершенствуетесь, чтобы принять то, что когда-то считали невозможным. Потому что перед чудо попадает в ваши руки, оно должно сначала лечь на ваше сердце. Перед дверью открывается, вы должны распознать ключ. Перед тем, как избыток прибывает, твоя душа должна научиться дышать вера снова. Сделай еще один глубокий вдох. Вдохни надежду, выдохни сомнения. Вдохни обещать, выдохните страх. Пусть каждый вдох напоминает вам о завет, вы делитесь с Создателем. Пусть каждый выдох очищает остатки прошлого. Этот ритм дыхания не только биологический, он духовный. Это настраивает вас на вечный ритм небес – получить, отпустить, снова получить. Вот как урожай потоки никогда не застаиваются, всегда в движении. Когда вы дышите, представьте дверь вашего будущего –
которое начинает меняться. Представьте себе тяжелые врата ограничений, дрожащие под тяжестью божественного повеления. Возможно, вы пока этого не видите, но что-то движется. Где-то рука избаг уже касается того, что вас беспокоит. Счета, болезни, долги, отношения – все это находится под божественным контролем. Чудо, которое перепишет вашу историю, уже пишется. Но вы должны остаться, потому что следующие слова несут в себе секрет сохранить это благословение живой. Видите ли, многие получают обещания, то теряют их, потому что они никогда не остаются до конца. Они отвлекаются перед ключ раскрыто. Не будь одним из них. Не просто смотри, поглощайте, оставайтесь со мной. Через несколько минут вы услышите, а библейское событие это точно отражает то, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. И когда вы это услышите, что-то глубоко внутри вас пробудится, вера которой спит, тот, мечтать который был похоронен, уверенность, которую жизнь пыталась украсть. Но сначала позвольте вашему телу вспомнить о покое. Положите руку на сердце прямо сейчас. Почувствуй его ритм. Этот ритм – доказательство божественного, жизнь все еще течет сквозь тебя. Каждый удар говорит: «Я все еще избранный». Каждый импульс – это напоминание, чтобы огне забыл твое имя, не ваш обещать, не ваш судьба. Одинаковый дух, то, что дышало в легкие Адама, сейчас дышит через твои. То же самое любовь-то, что поддерживала Давида в пещерах и Иосифа в темницах, поддерживает и вас в этот самый момент. Теперь тихо прошепчите себе: «Я готов». Повторите еще раз, погромче, если сможете: «Я готов принять». Пусть звук вашего голоса создаст резонанс в атмосфере. Потому что, когда вы говорите «вера», небеса слушает и земля выстраивается. Ты не бессилен. Ты не заброшен. Ты не отстаешь. Ты стоишь на пороге божественного. Избыток, собираясь приступить к исполнению обещанного. Прежде чем мы продолжим, я еще раз спрошу вас, нравится это видео как публичный акт веры? Не для меня, а для тебя. Каждый поступок соглашения – это якорь, который крепит ваш вера к действию. В нем говорится: «Я верю, что начинающееся сегодня не закончится разочарованием». Оставьте комментарий еще раз, если почувствуете, что вас ведет к действию, объявите о своих доверять. Сказать: «Это урожай моей жизни начинается сейчас». И оставайся. Потому что то, что вот-вот откроется, объяснит, почему ты так долго терпел без ответов, почему некоторые вещи должны были сломаться, прежде чем другие могли быть восстановлены. Это покажет вам святой разум позади скрытые сезоны. Сделайте последний глубокий вдох, прежде чем мы продолжим. Вы готовы? Дух активен, сердце открыт, обещать близко. И чудо, тот, на котором небеса написали твое имя, вот-вот откроется. Остаться, дитя мое, вера, ибо откровение, которое последует, не только ответит на ваши вопросы, но и преобразит всю вашу жизнь, судьба. Все, что привело тебя сюда, боль, ожидание, предательство, ночи, когда ты кричала и никто не отвечал, не было ошибкой. Это была путь Духа, готовый тебя к этому часу. Ничто не было напрасным, ничто не было совпадением. Каждая потеря, каждая слеза, каждая задержка были выравнивания. Вы были позиционированы Бог, даже когда казалось, что тебя бросили. Божественная математика небесная не таково, как вычисления человеческие. Где ты видел вычитание, Бог готовил умножение, где ты увидел убыток, он оформлял наследство. Вы когда-нибудь задумывались, почему благословение всегда останавливается, не дойдя до ваших рук? Почему каждый раз, когда вы приближаетесь к избыток, что-то ломается, кто-то предает, некоторая дверь захлопывается? Вы когда-нибудь чувствовали, что так усердно стараетесь все делать правильно, молитесь, верите, храните верность, и все же чудо остается далеким, словно мираж, который исчезает при вашем приближении?
Это не потому, что ты проклят. Это потому, что ты выбранный. И избранные должны быть очищены в огне, прежде чем они понесут завет из богатства и власть. Да, я знаю, это больно. Ожидание кажется невыносимым. Ты смотришь на других, которые, кажется, движутся вперед, а ты остаешься на месте. Ты спрашиваешь, почему, Боже? Что я делаю не так? И небеса отвечают не шумом, а тишиной. Эта тишина никогда не была отказом. Она была обучение. Это была тишина перед урожай. Потому что, когда Бог молчит, Он не отсутствует. Он работает в скрытых комнатах, перестраивая вашу судьбу кусок за кусочком. Шторм, который так тебя напугал, не был призван тебя уничтожить, он должен был обнажить твою основу, доказать, что даже под давлением твоего не разрушится. Наполеон Хилл писал: «В каждой невзгоде заложено семя равноценной пользы». И Писание с этим согласно. В послании к римлянам 8 часов 28 минут говорится: «Мы знаем, что любящим Его, призванным по Его изволению, Бог все содействует ко благу». Видишь божественный узор? Боль была семенем. Задержка была почвой. Слезы были водой. И теперь твой урожай близко. Но прежде чем Бог отпуская его, ты должен понять, ничто не было напрасным. Ни одна секунда твоих страданий не была напрасной. Сколько раз вы были почти готовы сдаться? Сколько раз вы просыпались посреди ночи, спрашивая себя: «Бог забыл твое имя?» Будьте честны. Вы видели, как другие процветали, пока вы боролись за выживание. Вы молились об открытых дверях, но все, что вы нашли, было запертым. Вы верили в чудеса, но ваша реальность, казалось, насмехалась над вашим миром, ты улыбался другим, но внутри ты был сломан. Ты продолжал служить, отдавать, надеяться, чувствуя себя невидимым. Ты говорил: «Господи, я не вынесу еще одного разочарования», и все же вот ты здесь. Все еще стоишь. Все еще дышишь. Все еще слушаешь. Это не совпадение. Это цель. Это судьба, отказываясь умирать внутри тебя. Потому что то, что вы называете задержкой, небеса называют разработка. То, что вы называете потерянными годами, Бог называет годы основания. Видите ли, благословение без подготовки становится разрушением, богатство без мудрости становится бременем, избыток без смирения возникает гордыня. И поэтому Отец в своей бесконечной мудрости Он удержал то, о чем ты просил, пока твой сердце могли нести его, не рухнув. Вас не наказывали, вас очищали, превращая в сосуд, достаточно прочный, чтобы выдержать слово. Подумайте об Иосифе. Проданный братьями, заключенный в тюрьму за преступление, которого не совершал, забытый теми, кому помогал. Годами он жил в тени боли. Но что же происходило на самом деле? Бог меняла его позицию. Каждое предательство, каждое отвержение, каждое закрытие дверь вел его во дворец фараона. И когда пришло время, когда испытание было завершено, узник стал правителем. Иосиф сказал: «Ты замышлял против меня зло, но Бог это было навсегда». Божественная математика, когда вычитание становится умножением, когда яма становится путем к престолу. Итак, я спрашиваю вас, что, если ваши страдания были священны? Что, если ваша пустыня была святой землей? Что, если каждое «нет», которое вы слышали, было Божьей защита, а не наказание? Что, если то, что вы потеряли, никогда не должно было стать вашим наследством? Иногда дверь-то закрыта была, ключ, чтобы перенаправить вас к реальному обещать. Дух, никогда не тратьте время зря. Даже самая темная ночь имеет свое предназначение. Оглянитесь на мгновение. Теперь вы это видите.
Те моменты, которые вы считали концом, на самом деле стали новым началом. Предательства, которые сломали вас, сердце освободил тебя от фальшивых союзов. Неудачи, которые тебя унижали, породили смирение. Одиночество, которое тебя сокрушило, приблизило тебя к Абук. Каждая рана становилась окном. Каждый шрам – историей. Ничто, абсолютно ничто не пропадало даром. И все же, я знаю, у вас все еще есть вопросы. Если Бог со мной, почему я все еще борюсь? Почему я все еще чувствую себя застрявшим, маленьким, невидимым? Услышьте меня, вы не застряли, вы стабилизированный. Ты не маленький, ты существуешь, стратегически спрятанный. Ты не невидим, за тобой наблюдают небеса, Бог скрывает то, что он ценит больше всего, семи похоронен прежде, чем он распустится, алма скрыт, прежде чем он засияет, урожай невидимо, пока не созреет. Теперь видишь, то, что ты назвал погребением, на самом деле было посадкой. Есть божественное уравнение в вашей жизни, боль плюс терпение равны силе. Потеря плюс вера равна урожай. Промедление плюс послушание равно избыток. Вы не отстаете от графика. Вы идете точно по графику. Небесный календарь ожидания был лоном твоего чуда. Каждый день, когда казалось, что ничего не происходит, был днем невидимого роста под почвой твоей судьбы. Теперь взгляните на свой путь не с печалью, а с благодарностью. Каждая глава была необходима. Каждая долина была поучительна. Вас готовили не к выживанию, а к господству. Дух превращал тебя в сосуд, пригодный для перевозки богатства, мудрость и власть. Боль не должна была сломать тебя, а переместить ты. Ты поднимаешься с уровня реакции на уровень откровения. Итак, я спрашиваю снова, доколе ты будешь называть себя сломленным, когда небеса называют тебя избранным? Доколе ты будешь позволять вчерашним разочарованиям определять завтрашнюю судьбу? Доколе ты будешь оплакивать двери, которым никогда не суждено было открыться? Бог говорит: поднимите глаза. Сцена вот-вот изменится. Сердцечто однажды заданный вопрос вскоре поймет. Верать, что когда-то дрожало, теперь будет командовать. И чудо-то, что казалось отложенным, прибудет точно в срок. Тебя никогда не бросали. Тебя строили. Тебя никогда не забывали. Тебя готовили. Ты никогда не терялся. Тебя вели. Дух сплетал воедино каждый фрагмент, каждое время года, каждую паузу тишины, чтобы привести тебя сюда, к краю откровения. Ничто не пропало даром, дитя мое. Ничто. И когда вы наконец увидите полную картину, когда урожай разворачивается и благословение переполняется, ты прошепчешь сквозь слезы радости: теперь я понимаю. Теперь я вижу. Потому что то, что ты считал концом, всегда было начало. И что вы думали, было наказание и был Божья защита, ведущая вас к вашей истинной обещать. Дышите снова и слушайте, не ушами, а сердцем. Шум ваших мыслей все еще может раздаваться эхом, пытаясь осмыслить все произошедшее. Разум хочет контролировать, предсказывать, объяснять. Но дух, та часть вас, которая знает Бога глубоко, ждет чего-то гораздо большего, чем контроль. Она ждет сдаваться. Потому что когда вы наконец отпускаете, когда вы освобождаетесь от необходимости понимать, прежде чем поверить, вот тогда движение начинается. Вот тогда-то и начинается чудо, начинает обретать форму, тихо, невидимо, но несомненно реально. Теперь сделайте глубокий вдох. И еще раз почувствуйте это. Тишина между вдохом и выдохом – это не пустота, это покой. Это пространство, где говорят небеса. Вы пытались сделать все своими силами. Вы пытались открыть дверь, которые никогда не должны были быть открыты человеческими руками. Вы толкали, молились, ждали, но наступает момент, когда Бог говорит:
хватит стараться. Теперь доверься мне. Вот он, этот момент. Произнеси это тихо, а если можешь, вслух. Я доверяю процессу. Повтори это еще раз. Я доверяю процессу. Каждое повторение создает новую чистоту вера внутри себя. Вы больше не боретесь с тем, что произошло. Вы приспосабливаетесь к тому, что происходит. Ты помнишь те двери, которые так внезапно закрылись. Люди, которые ушли. Возможности, которые казались идеальными, но исчезли без предупреждения. Вы называли их потерями. Вы называли их задержками. Но небеса призвали их точка защиты, что, если бы то, о чем вы просили, разрушило ваш покой? Что, если бы то, что вы думали, богатство было действительно ловушкой? Что, если дух пришлось убрать то, что, по вашему мнению, вам было нужно, чтобы вы могли? Получить то, что действительно поддерживало бы ваши судьбы. Ничто из того, что тебя покинуло, не должно было остаться. И ничто, что было тебе предназначено, никогда не сможет тебя потерять. Закрой глаза изнутри. Увидь длинные дорога впереди. Дорога выглядит разбитой, неровной, полной объездов. Кажется, будто ты блуждал, заблудился. Но по мере того, как свет понимания растет, и вы понимаете, вы никогда не терялись. Вы шли прямая линия, только с неправильного ракурса. Каждый поворот, каждая неудача, каждое разбитое сердце вело тебя именно туда, куда тебе было суждено прийти. Божественная карта ошибок нет. Дух тебя не наказывали, а давали тебе положение. И здесь возникает дилемма: будете ли вы продолжать бороться за контроль над тем, что никогда вам не принадлежало, или вы ослабите хватку и доверитесь тому, что Божий план лучше, чем ваш собственный. Сердце тот, кто настаивает на контроле, никогда не обретает покоя, потому что контроль – это форма страха. Страх потерять то, что любишь, страх вновь пережить то, что причинило тебе боль, страх, что обещание может не сбыться. Но душа, сдавшись, обнаруживает нечто большее, чем понимание. Оно обнаруживает мир за пределами разума. В этом и заключается парадокс. Вера. Когда перестаешь пытаться заставить все произойти, все начинает происходить. Помнишь Авраама? Ему было обещано урожай народов, но Бог попросил его отдать своего единственного сына, самообещать само по себе. Как это совместить? Кажется невозможным. Но Авраам послушался, потому что понял то, что мало кто понимает. Обетование никогда не было в Исааке. Обетование было в Божий завет. Исаак был лишь сосудом, проявлением. И когда Авраам поднял нож, небеса остановили его руку, доказав, что смирение – это истина. Ключ. Это то привилегированное знание избранных. В тот момент, когда вы отказываетесь от иллюзии контроля, вы отдаете Богу разрешение на переезд. Подумайте о своей жизни как огромном холст, написанный мазок за мазком божественной рукой. Иногда, присмотревшись, видишь лишь темные пятна, хаотичные линии, бессмысленные тени. Но отойдите. Взгляните еще раз, темные оттенки придают глубину свет. Потери формируют контраст, который делает благословение сия ярче. Без ночи ты никогда не заметишь рассвета. Без дикой природы ты никогда не оценишь и обетованная земля. Без слез ты никогда не почувствуешь сладость-ядость. Повтори это еще раз, тихо, ритмично, как молитву. Я доверяю процессу, пусть слова сядут в вашей груди. Почувствуйте, как они меняют ваше дыхание. Каждый слог – это освобождение. Вы освобождаетесь от гнева. Вы освобождаетесь от потребности знать. Почему вы освобождаетесь от разочарования? Вы освобождаетесь от страха. Вы освобождаете место для чуда, что не может войти в сжатое сердце. В огне может наполнить сосуд, который уже полон. Он наполняет тех, кто опустошает себя в самоотдаче. А теперь представьте на мгновение,
что Дух берет вас за руку и ведет через ваше прошлое. Вы видите каждую потерю, каждую неудачу, каждую задержку. Но на этот раз вы видите скрытая цель внутри каждого. Работа, которую вы не получили. Она бы сковала ваше время и ослепила бы вас звонок. Отношения, которые разбили тебе сердце. Они помешали бы тебе встретить того, кто будет чтить твою любовь завет. Сезон финансовой нехватки. Это было не наказание, это был урок, где ты учился бережливости, смирению и зависимости. Ты не проигрывал, тебя вели. Иногда Божьи величайшие дары приходят под видом разочарований. Дух шкуры благословения за стенами сопротивления, чтобы защитить вас от преждевременного получения этих благ. Как плод должен созреть, прежде чем станет сладким, так и ваш урожай должно было созреть, прежде чем оно могло проявиться. Что, если Бог позволил этой двери закрыться, чтобы могла открыться другая, та, которая ведет к богатству, цель и мир, который невозможно поколебать? Услышьте эту истину. Капитуляция – это не поражение, это божественная стратегия. Когда вы освобождаетесь от контроля, вы переходите от роли выжившего к роли сотворца с небесами. Вы больше не умоляете, вы повелеваете, вера, ты больше не сомневаешься, ты заявляешь с уверенностью. Потому что теперь ты понимаешь, что все, даже то, что казалось неудачей, было подставой. Каждая слеза орошала твое будущее, избыток. Каждая боль укрепляла сосуд, который будет держать твое чудо. Итак, я спрашиваю вас сейчас, готовы ли вы отпустить? Готовы ли вы перестать цепляться за то, что сломало вас, и начать стремиться к тому, что уже ждет вас впереди? Потому что дверь к вашему следующему сезону не откроется силой, он открывается ключ – это капитуляция. Повтори еще раз, я доверяю процессу. Каждый раз, когда вы это говорите, вы перестраиваете свой дух с ритмом небес. Вы не сдаетесь, вы делаете шаг вперед. Вы освобождаетесь от своего ограниченного плана, чтобы Бог может явить свою безграничность. Оглянитесь назад еще раз и переосмыслите свои потери. Рассмотрите их как защита, как божественные обходные пути, ведущие вас к обещать. Вы думали, что отстаете, но вас вели вниз, на более высокий уровень. Путь ты думал, что ты один, но ангелы шли рядом с тобой весь путь. Ты думал, что тебя забыли, но твоими шептали в комнатах, в которых вы никогда не были. Теперь откройте глаза. Почувствуйте, как возвращается покой. Дорога перед вами свободна. Вы пока не видите каждый шаг, но это и не нужно, свет всегда будет появляться для следующего. Продолжай дышать. Продолжай верить. Продолжай повторять «Я доверяю процессу», потому что этот простой акт смирения – это то, что превратит то, что когда-то казалось потерей, в основу вашего величайшего благословения. То, что грядет дальше, не случайно, это искупление. Сезон смятения заканчивается, и наступает сезон ясность начинается. Каждая дверь, что закрытость привела вас сюда, к откровению, что капитуляция – это не слабость, это власти. С этого момента вы больше не будете бояться отпускать. Потому что теперь вы знаете секрет, что в Царство Божие ничто на самом деле не потеряно. Все либо подготовка или защита. В притчах 16:9 говорится: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Пусть эти слова глубоко проникнут в вашу душу, к духу. Потому что прямо сейчас небеса посылают божественное предупреждение. Тревога прозвучала. Что-то священное изменилось в невидимом мире, и это сообщение не совпадение, это ваше подтверждение. Дух говорит: старый цикл закончен. Новый начинается сегодня. Вы достигли поворотный момент вашей жизни, линия, где колебания должны закончиться и вера должен говорить. Это видео появилось перед вашими глазами, потому что духовные часы пробил час решения.
Время ожидания закончилось, настало время действовать. Вы чувствуете это, что-то внутри вас знает, что дверь судьба трепещет, готовая раскрыться. Но эта дверь реагирует только на одно движение – ваше решение поверить. Это непростое решение, это определяющий выбор вашего следующего сезона. Либо вы вступаете в веру, или ты остаешься в тени того, что могло бы быть. Либо ты веришь и двигаешься вперед, либо сомневаешься и остаешься там, где ты есть. Сделайте глубокий вдох. Почувствуйте, как сердцебиение, этот ритм, небеса, зовущие тебя вперед. Ты достаточно долго планировал, надеялся, мечтал и ждал. Теперь Бог говорит, время пришло. Вы просили знака, это является знак. Вы молились о слове, это является слово. Вы стоите у перекресток обещания и проявления, и один выбор определит направление вашей судьбы. Слишком долго вы оглядывались на то, что не сработало, что не удалось, что причинило боль. Но прошлое больше не ваш учитель, оно ваше свидетельство. Все, что было позади, уже сделало свое дело, подготовило вас, к Дух говорит, смотрите вперед, к дорога открывается, свет меняется, путь, который когда-то казался закрытым, теперь свободен. Но вы должны сделать первый шаг, Господа направляет ваши шаги, а не ваши намерения. Вы можете планировать свой путь, но только послушание активирует чудо. Чувствуете ли вы это движение в своем сердце? Это то, Дух пробуждает твое мужество. В твоей душе зазвучал сигнал тревоги, говорящий «Просыпайтесь». Это ваш момент перехода, вы не можете вернуться к старому образу мышления, старому способу сомнений, старому способу выживания. Сейчас самое время решать. Вас подготовили, очистили, разместили. Теперь вам нужно продолжить. Произнесите это вслух, где бы вы ни находились. Я выбираю верить. Снова, я выбираю верить только еще раз, с убеждением. Я выбираю верить, когда вы это говорите, небеса это записывают. Эти слова не пустые, они духовные коды, которые открывают новые двери. Каждое повторение активирует божественную силу, часы которой ждал вашего согласия на переезд. Бог, Он не навязывает вам ваше будущее, Он приглашает вас в него. В тот момент, когда вы решаете поверить, время начинает меняться в вашу пользу. Задержки исчезают. Препятствия ослабевают. Благословение начать двигаться к вам, ведомый рукой Богон сам. Месяцами, а может быть и годами вы жили, словно во сне, ожидая, что что-то извне докажет, что Бог все еще работает. Но это сообщение, ваше пробуждение. Тревога прошел. Пора пробудиться от духовного сна и объявить: «Хватит ждать, я пойду». Вам не нужно понимать каждый шаг, достаточно сделать только первый. Дух будет направлять остальных. В жизни каждого человека наступает момент, когда вера требует доказательств, не доказательств с небес, а доказательств от небеса готовы. Ангелы уже пришли в движение. Благословение подготовлено. Но финальный ход зависит от вашего ответа. Поверите ли вы? Сделаете ли вы этот шаг, верой, и сказать: «Я готов, Господи, веди меня»? Или ты снова позволишь страху диктовать твое будущее? Слушайте внимательно. Чудо не ждет Бог, оно ждет твоего решения. Ресурсы небес безграничны, но они откликаются только на слова «да». Прямо сейчас, пока ты слушаешь, двери которые начнут открываться в вашей жизни в тот момент, когда вы публично заявите о своих верах. Поэтому я прошу вас сделать что-то святое. Напишите об этом в комментариях прямо сейчас. Я выбираю верить. Это твой публичный завет, ваша видимая подпись перед небом и землей. Не недооценивайте силу этого простого действия. Когда вы пишете эти слова, вы присоединяетесь к божественному власть, вы говорите Вселенной: «Я больше не сомневаюсь. Я больше не жду. Я вступаю в свою жизнь,
Наследование. Каждый акт заявления есть имя, и это будет означать начало вашего урожая. Напишите это сейчас, и когда вы это сделаете, почувствуйте, как небеса примут это к сведению, когда начнет двигать вещи в вашу пользу, связи, возможности, неожиданные богатства и услуга, что вы не можете объяснить. И в ближайшие дни вы начнете замечать знаки. Будьте внимательны, они будут едва заметными, но несомненными. Дверь откроется то, что было давно закрыто. Человек из вашего прошлого появится с посланием. Число, песня, куплет будут повторяться в вашем дне, шепча подтверждение. Вы почувствуете покой там, где когда-то чувствовали смятение. Это сигналы, что божественный час начал складываться в вашу пользу. Но ты должен продолжать это делать. Каждое утро смотри на себя в зеркало и говори: «Я выбираю верить». Когда возникает сомнение, скажите: «Я выбираю верить». Когда страх пытается шептать, скажи: «Я выбираю верить», потому что каждое заявление меняет ваше положение в чистота веры, а вера – это атмосфера гни чудесоявной. Вы слишком долго планировали. Теперь пришло время довериться тому, кто направляет ваши шаги. Господин не импровизирует вашу историю, он уже написал ее. Вы не ждете, своя судьба появится, ваша судьба ждала, когда вы проснетесь. Тревога прозвучала, дух высказался. Теперь ваша очередь ответить. Так что воспользуйтесь этим моментом и запечатлейте его. Веровое движение. Пишите в комментариях: «Я выбираю верить», пусть это будет вашей декларацией пробуждения, вашим заветом доверять. Потому что, когда ты произносишь это слово, что-то меняется в невидимом мире. Старый сезон подходит к концу. Новый начинает наступать. И скоро, очень скоро, вы это увидите. Неожиданно звонки, божественные назначения, финансовое обеспечение, эмоциональное выздоровление, каждый из них – знак того, что часы Бога ситуация начала меняться в вашу пользу. Но все начинается вот с этого момента. Прямо здесь. Прямо сейчас. Вы достаточно долго планировали. Вы достаточно долго ждали. Пришло время принять решение. Небеса забили тревогу. Дух ждет вашего ответа. Вы будете двигаться вперед в своем чудо или останетесь там, где находитесь? Повторите это еще раз, ясно, с силой, с убежденностью. «Я выбираю верить», и в тот момент, когда эти слова слетают с твоих губ, небеса разверзаются, и путь из благословения, избыток и трансформации начинает раскрываться. Перед вами. В Екклесиаст 3:1 написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Вы прошли через множество времен ожидания, молчания, потерь, подготовки, но теперь вы стоите на пороге нового времени, когда Дух привел вас в этот самый момент не для того, чтобы вспомнить, что было, а для того, чтобы войти в то, что будет. Воздух вокруг вас ощущается по-другому, потому что он. Старый цикл закрывается, и портал божественного обновления открыто перед вами. Это не поэтический язык. Это духовная реальность перехода, тот самый момент, когда небеса провозглашают: «Все начинается». Сделайте глубокий вдох. Пусть ваша грудь медленно поднимается и опускается. Почувствуйте, как меняется атмосфера. Вы не просто слушаете слова, вы, вступая в судьбу. Энергия небес согласуется с верой в ваше сердце. Звук, который резонирует через ваш дух сейчас, это звук дверь-разблокировка, то же самое дверь, который был закрыт годами, ожидая вашего послушания, вашей капитуляции, вашего «да». Настало время, когда все начинает обретать смысл. Настал час божественного раскрытия. Закройте глаза и представьте, перед вами начинает раскрываться поле света, огромное и чистое, простирающееся за пределы того, что видят ваши глаза. Оно кажется одновременно знакомым и священным, словно вы уже бывали здесь раньше, во сне или в молитвах, прошептанных сквозь слезы.
Этот свет недалекий, он окружает вас. Он, приглашающий ты. Дух говорит: иди вперед. Перейди. Перейти – это вера. Колебание – это страх. Это ваш символический переход, движение из долины смятения к вершинам ясности. Произнесите это тихо, но твердо. Это произойдет. Не может быть. Не когда-нибудь. Не если обстоятельства сложатся. Воли произойдет, потому что это уже определено на небесах. Ваш чудо не ждет, когда его создадут, он ждет, когда его раскроют. Что Бог сказанное невозможно отменить. В тот момент, когда ты веришь, процесс начинает ускоряться. Урожай-то, что когда-то казалось далеким, начинает приближаться. Благословение-то, что когда-то скрывалось в тени, выходит на свет. Теперь посмотрите, портал света, золотой и сияющий, мерцающий перед вами, словно восход солнца, разгорающийся над вечностью. По эту сторону портал ты несешь в себе воспоминания о боли, разочаровании, сомнениях. Но за этим скрывается все остальное, как Бог обещал тебе: мир, избыток, богатство, выздоровление, цель и восстановление. Дух призывает: шагни вперед. Не оглядывайся назад. Каждый шаг священен. Каждый шаг освобождает от старого груза страха и ограничений. Когда вы идете, воздух становится теплее и легче. Туман рассеивается. Вы снова можете дышать. Вы пересекаете невидимую границу между тем, кем вы были, и тем, кем вы становитесь. Прошлое не может следовать за вами. Старые имена, старые неудачи, старые личности – они исчезают, как пыль, отряхнутая сандалий ваших душа. Тебя определяют не твои ошибки, тебя определяют твой завет. Ты не тот, кто усомнился. Ты – сосуд, который уверовал. Ты не тот, кто потерял. Ты тот, кого нашли. Милость. Это не фантазия, это трансформация. Почувствуйте энергию вокруг себя. Сейчас царит покой, мягкий, но мощный, глубокий, но невесомый. Вот что такое присутствие Бога чувства, когда ты перестаешь сопротивляться. Оно не требует, оно притягивает. Оно не кричит, оно шепчет. Оно говорит: будь спокоен и знай, что я есть. Бог. В этом покое страху нет места. Тревога теряет власть. Сожаление теряет голос. Остается лишь тихая уверенность, что ты не одинок и никогда не был одинок. Недух начинает показывать вам сцены из вашей жизни, не для того, чтобы устыдить, а чтобы исцелить. Вы видите моменты замешательства, когда вы думали, Бог бросил тебя. Ты видишь закрытую дверь, и это когда-то злило тебя. Ты видишь отношения, которые закончились болезненно. И затем видишь закономерность. Каждый конец был новым началом, замаскированным под потерю. Каждое «нет» было актом защиты. Каждая задержка была божественным провидением. Осознание вызывает слезы, но не боли, а освобождение. Потому что теперь ты понимаешь. Произнесите эти слова медленно, позволяя им отозваться эхом в вашем сердце к дух. То, что обещал Бог, произойдет. Повтори это еще раз, сильнее. То, что обещал Бог, произойдет. Еще раз. То, что обещал Бог, произойдет. Это не просто слова. Это ключ. Повернув замок своей судьбы, ты прошел сквозь неопределенность к откровению. Теперь ты находишься в измерении услышанных молитв. Посмотрите еще раз на портал света. С другой стороны, вы можете увидеть проблески того, что вас ждет. Ваш здоровье обновленный, ваш финансы восстановлен, ваши отношения примирились, ваш цель возродился. Дух шепчет: это твое наследство. Это не то, что нужно заслужить, это то, что нужно получить. Ты идешь не к награде, а к самореализации. Все, что ты пережил, привело тебя к этому возвышению.
А теперь представьте, что вы полностью проходите сквозь него. Свет окутывает вас полностью. Он ощущается как теплый солнечный свет и прохладный дождь одновременно, очищая, исцеляя, наполняя каждую частичку вашего тела, которая когда-то была уставшей. Вы идете не одни, Богидет рядом с тобой, молчаливый, но улыбающийся. Его присутствие окутывает тебя, словно золотой плащ. Каждый вдох словно новая жизнь. Каждая мысль словно очищение. То, что когда-то было туманом, теперь и ясность. То, что когда-то было болью, переобучение. То, что когда-то было отчаянием, теперь надеется. Вы слышите голос внутри себя. «Се, творю все новое». Это голос, создавший миры, голос, призвавший свет из тьмы. Тот же голос, который зовет вас по имени сейчас. Тот же самый голос, дух который парил над хаосом, теперь парит над вашей жизнью, принося заказ, где была путаница, цель, где была пустота, красота, где был пепел, а урожай сезон начался. Позвольте себе почувствовать перемену. Ваше тело может покалывать, сердце может бежать, ваши глаза могут быть полны слез, но это не только эмоции, это энергия трансформации. Это чистота небес, входящая в ваше человеческое тело, дух из Бак перепрограммирует ваше мировоззрение, залечивает старые раны и формирует новое видение. Вы вступаете в чистоту обилия, где нехватка больше не может существовать. Ты уже не тот, кем был 30 секунд назад. Что-то вечное изменилось, цепи, что когда-то связали ваш прогресс, он упал, страх, что когда-то твоя вера замолчала, она растворилась, и дух провозгласил: «Ты свободен». Это момент «да» и «после» твоей жизни. «Да» было ожидание. «После» идет. «Да» было смятение. «После» зов. «Да» была отложенная надежда. «После» есть обещание выполнено. Скажите это сейчас, это произойдет, произнесите это всем своим существом, это произойдет, потому что это уже не вопрос возможности, это вопрос времени. Небеса уже сказали «да», дверью же открылся, ключ уже изменился. И то, что вы увидите в ближайшие дни, подтвердит это. Вы начнете замечать божественные совпадения, послания, людей и возможности, которые кажутся слишком идеальными, чтобы быть совпадением. Они не случайны, они знаки нового цикла. Вы проснетесь с обновленным покоем. Тяжесть, которую вы несли годами, начнет отступать без каких-либо причин. Вы услышите песни, стихи или слова, отражающие ваш новый сезон. Даже природа, кажется, отразит ваши внутренние перемены. Восход солнца станет ярче, воздух чище, мир светлее. Это не просто ощущение, это подтверждение того, что портал был пересечен. Вы ввели то, что дух называет сезоном божественного ускорения. То, на что раньше уходили годы, теперь займет месяцы. То, что казалось невозможным, начнет воплощаться без усилий. Богатства потекут туда, где когда-то был долг. Здоровье расцветет там, где когда-то была болезнь. Мир будет править там, где когда-то царил хаос. Потому что теперь вы в гармонии с воля Божья, и Его воля никогда не бывает малой. Его воля всегда полна, изобильна и преизобилует. Теперь поднимите руки, духовно или буквально, и скажите: «Благодарю Тебя, Господь, потому что благодарность запечатывает то, что вера начинается». Каждое обещание, которое когда-то казалось далеким, теперь достижимо. Каждая молитва, прошептанная тобой в темноте, услышана. Бог не забыл. Он ждал этого момента, когда ты пересек портал от веры к становиться. Снова сделайте глубокий вдох. Почувствуйте, как возвращается тишина, но на этот раз это не тишина ожидания, а тишина завершения. Вы вошли в святое спокойствие, мир, превосходящий понимание.
Вот что значит быть возвышенным, подняться над шумом страха, жить, руководствуясь не обстоятельствами, а божественной уверенностью. Помните, вы не просто услышали сообщение, вы прожили чудо, вы перешли из одной реальности в другую, и пути назад нет. Вы были преобразованы, вера, запечатаны обещать и отмечено для избыток. Теперь откройте свои духовные глаза. Взгляните на этот новый свет. Это ваше новое время. Ваше новое начало. В Ашимомент Завета портал закрылся за тобой не в отвержении, а в защите. Ты не можешь вернуться к тому, что было, потому что то, что был, больше не соответствует тому, кем ты стал. И пока вы стоите здесь, более легкие, свободные, сияющие, скажите еще раз, это произойдет, затем прошепчите правду, которую небеса ждали услышать от вас в сердце, это происходит сейчас. Потому что это не обещание далекого будущего, это проявление живого Бога, исполняя Его Слово в своей жизни. Ты перешел, ты воскрес, и ты уже никогда не будешь прежним. Урожай началась. Дверью открыт только свет твой. С этого дня начинайте жить так, как будто это уже произошло. Просыпайтесь каждое утро с ожиданием. Обращайте внимание на мелочи, знаки, звонок, который приходит в нужный момент, неожиданная возможность, незнакомец, который говорит слово, которое находит отклик в вашей душе, дух. Это подтверждение, доказательство того, что чудо разворачивается. Вы заметите божественные совпадения, пророческие совпадения, внезапную благосклонность там, где раньше было отвержение. Это не случайности, это следует богопоказывая, что новый цикл полностью активен. А теперь, с миром этого откровения, закройте глаза еще раз. Представьте свою жизнь как прекрасную поле после долгой засухи. Тучи рассеиваются, идет дождь. Каждая капля – это исполненное обещание. Вы почти слышите, урожай растет, поднимается из почвы вашего прошлого. Оно пышное, изобильное, переливающееся через край. Это ваша новая реальность. Вы не входите в урожай, ты является урожай. Скажите это сейчас: «Я готов». Снова: «Я готов к тому, что приготовил Бог». Повторяйте это до тех пор, пока ваше сердце верит без усилий. Ты заявляешь не только о готовности, но и о власти. Ты говоришь как сонаследник, как сосуд завет. Ты не нищий у двери, ты ребенок, который несет ключ. Вы вступили в сезон божественное наследие. И поскольку этот момент подходит к концу, помните, то, что началось сегодня вечером, было не видео, это была трансформация. Вы пересекли портал из свет, прошел через откровение и вошел в царство исполнения желаний. Небеса теперь непрерывно трудятся на вашу пользу. С этого дня каждое утро, просыпаясь, произносите вслух: «Я живу в изобилии». «Я хожу в обещаниях». «Я доверяю Божьему плану», повторяйте это, пока это не станет вашим естественным ритмом, вашим духовным языком. Теперь закрепите этот момент заключительным заявлением мира. Перейдите в комментарии и напишите: «Свершилось». Я принимаю то, что Бог мне приготовил. Пусть это будет ваша подпись в Эдух, ваш знак завета, ваше публичное подтверждение того, что слово укоренилось. Когда вы печатаете эти слова, вы сеете семя подтверждения того, что небеса снова придут в вашу жизнь. И если вы еще этого не сделали, подписывайтесь, оставайтесь на связи с этим потоком новостей к благословению. Каждое послание, опубликованное здесь, это продолжение того, что началось внутри вас сегодня вечером. Это не единичный момент вера, это движение вера. Следующее слово, следующее откровение будет основано на этом. Потому что, как добогначенное что-то, он никогда не оставляет это незавершенным. Спи сегодня со спокойствием. Спи, зная, что ты в безопасности. Вигаплан. Дух ушел раньше тебя. Завтрашний день не будет обычным,
он будет нести в себе следы сверхъестественного. Ты проснешься с легкостью. Воздух будет казаться чище. Твой сердцепочувствуете себя наполненным. И когда это произойдет, вы вспомните этот момент и улыбнетесь, потому что будете знать, слово было правдой. Вы были перемещены, обновлены, перерождены в вера. Вы перешли в свой сезон урожай, благословения не придет, оно уже здесь. А теперь прошепчи в последний раз, пока небеса тебя слушают, сделано. И это действительно так. И так будет продолжаться. Пока сама твоя жизнь не станет доказательством каждого обещать Бог когда-либо.